2020 год заставил весь спорт уйти в тяжелую спячку и один за одним отменить все масштабные события. Не исключением стал и бокс. И вот на фоне всеобщей апатии из недр полузабытия появился Железный Майк. Бывший чемпион в тяжелом весе удивил мир бокса своими видеозаписями, где он показал себя в отличной форме. Тайсон двигался и наносил панчи по лапам так, будто и не было 15-летнего простоя, отсутствия занятий, вечеринок и десятки скандалов. Тайсон привлек к себе внимание общественности и заявил, что хочет снова выйти на поединки. Пошли даже слухи о полноценном возобновлении карьеры. Майк хотел большой бой, а не просто подзаработать денег. Но все же в итоге Майк захотел участвовать в выставочных поединках. Первое видео появилось еще в мае, тогда же Тайсон и озвучил свои планы, вот только имя оппонента так и не было названо. И вот сейчас Тайсон захотел сделать большой камбэк. Поначалу из его лагеря шли заявления даже о том, что Железный хочет кинуть вызовы действующим чемпионам Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри. Также обсуждалась третья встреча Тайсона и Холлифилда. И хотя оба бойца высказались положительно на этот счет, но этот поединок так и не смогли сделать. Но после долгих поисков был найден достойный, но довольно неожиданный оппонент в лице Роя Джонса-младшего. И вот теперь, 29 ноября 2020 года в штате Калифорния, США, состоится уникальный вечер бокса, главным событием которого станет 8-раундовый выставочный поединок в тяжелом весе между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Майк Тайсон – легенда бокса, 54-летний американский боец. Если честно, то биографию Железного Майка можно описать бесконечно. Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе, один из самых известных и титулованных бойцов тяжеловеса в истории бокса. Был абсолютным чемпионом мира, неоднократным чемпионом по главным боксерским версиям WBA, WBC и IBF. От ESPN удостоился звания самый сильный нокаутер в истории и самый жесткий человек в истории бокса. Тайсон провел 58 боев, одержал 50 побед и 6 поражений. Свой последний официальный поединок Майк Тайсон провел более 15 лет назад. Рой Джонс-младший – 51-летний американский боец. О достижениях Роя Джонса можно написать не меньше, а зачастую и больше, чем у Тайсона. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, также завоевал титулы еще в 3 весах, в среднем, во втором среднем и в тяжелом весе. Авторитетный журнал Ring 90-х назвал Джонса боксером десятилетия. Джонс трижды возглавлял рейтинг Pound for Pound, а также был обладателем самой длинной серии защит титулов в полутяжелом весе. За свою длинную карьеру провел 75 боев, одержав 66 побед и 9 поражений. Свой последний официальный поединок Джонс-младший провел более 2 лет назад. Сейчас уже, наверное, немногие помнят, но бой между Тайсоном и Джонсом мог состояться еще в 2000-х годах. В 2003 году Рой Джонс был лучшим бойцом Pound for Pound. Он поднялся в супертяжелый вес и отобрал титул WBA у Джонни Руиза. В тот момент начал обсуждаться возможный бой Джонса и Тайсона. Но тогда Джонс захотел спуститься обратно в полутяжелый вес, где его поджидал тот самый Антонио Тарвер, после которого карьера Джонса пошла на спад. Тайсон в эти годы уже давно не был на пике формы, он имел только громкое имя. В 2004 году он потерпел поражение от Дэнни Уильямса и после от Кевина Макбрайта. И естественно, после всех этих событий слух о поединке Тайсона и Джонса снялся сам собой. Учитывая, что обоим бойцам перевалил за 5-й десяток, а сам поединок является выставочным, то давать какие-то прогнозы очень тяжело. Данный бой можно назвать классическим противостоянием хорошего маленького бойца против хорошего большого. Если форму Джонса можно оценить по его последним поединкам, которые прошли совсем недавно, то форму Майка можно оценить лишь по коротким видео в интернете, ведь последний бой Железного прошел аж в далеком 2005 году. Итак, Джонс не боксировал 2 года, а Тайсон 15 лет. К тому же Джонс моложе своего оппонента.
В первую очередь всех впечатлило то желание, с каким Майк начал готовиться к этому бою. Судя по хайлайтам, он в полном порядке. На видео Тайсон показывает неплохую скорость и силу ударов. Есть все шансы надеяться, что Майку, как и в былые годы, нужно только подойти поближе к Джонсу, где в ближнем бою его шансы будут максимальными. Во-вторых, разница в весе. Тайсон тяжеловес, а Джонс лучшие годы провел в среднем весе. Да, в его биографии значится титул и в первом тяжелом весе, однако разница в силе и мощи никуда не денется. Что может всему этому противопоставить Джонс? Он легче, моложе и выходил на поединок совсем недавно, поэтому его шансы в том, чтобы измотать Тайсона, где-то даже бегать от него, заставляя его уставать и вымахиваться. Если Майк не закончит бой в первых раундах, то у Джонса-младшего однозначно будут шансы. Так что преимущество выносливости должно сказаться. Так что если и делать прогноз, то я бы ставил его между досрочной победой Тайсона в начальных раундах или же успехом Джонса по очкам. Но на самом деле, кто победит в поединке, который был придуман исключительно для фанатов бокса, не важно. Важен сам факт, две легенды бокса выйдут на поединок. А как вы считаете, кто выйдет победителем в этом бою, Майк Тайсон или Рой Джонс? Оставьте ваше мнение под видео. С вами был канал Боец. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока!